Поставь лайк, если смотришь это видео одним из первых. Ох, ребятушки, очень много годноты сегодня я хочу вам рассказать. Например, про наконец-то вышедшую игру, которую ждали более 3 лет. Про гонки, в которых можно драться, стратегию на Unreal Engine 5, игру про викингов, аркады, аниме-игры и в общем куча интересного ждет вас в сегодняшнем топе. Смотри, не переключайся и не забывай подписаться на канал. Погнали! Открывает наш топ лучших новинок на Android и iOS Need for Speed Mobile. Это новый проект от Tencent, который может предложить открытый мир. Если это будет так, то я жду мощного конкурента Car X Street. Конечно, речь пока идет только про китайскую версию, тем более, что она называется Project Codename Speed, но инсайдеры уверяют, что это как раз серия Need for Speed. Тестирование NFS Mobile может стартовать в начале октября, если верить информации из анкеты. Игрокам обещают реалистичную графику и трассы, на которых нужно дрифтовать и ускоряться. Причем это могут быть как реалистичные биомы, например, в пустыне, либо более аркадные, наподобие Grand Theft Auto Online с морем взлетов и мертвых петель. К сожалению, предрега временно закрыта, но как появится ссылочка на форму, я скину ее в своем телеграм-канале. Niflheim Vikings Survival. На старте вам предстоит выбрать одного из 4 викингов, у каждого из них уникальные характеристики и способности. Дальше вы попадаете в 2D мир, где нужно в одиночку выживать, собирать ягоды, вырубать деревья и уничтожать монстров. На первой же локации вам быстро повстречается подземелье, но с врагами проблем не будет, только инвентарь быстро переполняется. Plant of Plants – новая мобильная игра от азиатских разработчиков. В ней вы играете за овощ или фрукт, у которого в руках не что иное как пушка, а еще специальные способности, например, чтобы замораживать врагов. Как и в Vampire Survivors, вы бегаете по большой локации и отбиваетесь от орд зомби. Как только получаете новый уровень, нужно выбрать один из нескольких рандомных способностей. Правда, из-за того, что Plant of Plants чисто на китайском, то понять действия обилок будет сложно. На прохождение уровня дают примерно 15 минут, что много по меркам мобильных игр. Но за это прохождение вы получаете монеты и опыт, который тратится на прокачку персонажа. Также при помощи ключей можно открывать сундуки, с которых выпадает оружие и броня для героя. One Punch Man The Strongest – это история героя по имени Сайтама, который стал им со скуки. 3 года он интенсивно тренировался, вплоть до того, что обрел такую силу, которая позволяет ему одолевать всех врагов одним ударом. С этого момента приключения протагониста и начинаются. Разработчики обещают сюжет, основанный на первоисточнике, озвучку от оригинальных актеров и несколько игровых режимов. The Guardian – мобильная RPG с вертикальным геймплеем. В ней вы будете разносить монстров в мрачных лесах, где постоянно идет дождь. При этом данная игра перенимает идею idle проектов, из-за чего персонажем не обязательно управлять, он сражается сам на авторежиме. Вместо этого вам нужно прокачивать скиллы и собирать редкую экипировку. В The Guardian есть большие и нелинейные локации, но суть одна – нужно прокачиваться на монстрах и переходить в следующий биом при помощи карты мира. Судя по описанию к игре и видео с геймплеем, может показаться, что в The Guardian нет онлайн-элементов, но это не так. В этот проект как минимум добавили гильдии. Больше всего в глаза в The Guardian бросаются плавные и разнообразные анимации. Еще разработчики обещают новые фэнтези-расы, которые вы до этого не видели. Они разделены на фракции. Что радует, так это изменение внешнего вида вашего персонажа в зависимости от брони, которую он носит. Road Redemption Mobile предлагает гонки на мотоциклах, где главная цель не только прийти на финиш первым, но и подраться с соперниками при помощи разного холодного оружия. Вам предстоит возглавить банду мотоциклистов и покататься по США, зарабатывая деньги и проходя гонки. Постепенно можно улучшать персонажа, мотоцикл и оружие. Отмечу, что Road Redemption Mobile это премиальная игра, просто ее можно попробовать бесплатно. Что-то впечатление геймеров, то они поголовно называют этот проект духовным наследником Road Rush. Для облегчения управления во время обучения у вас спросят, стоит ли включить автоторможение при прохождении сложных поворотов и даже активировать автоуправление. Ну а если вы больше по хардкору, то имеется и поддержка геймпада.
Rigid Force Redux – космический экшен. Разработчики обещают 3D-модели космических самолетов, сделанные вручную, а также систему улучшений. Здесь вам, братюни, предстоит столкнуться с волнами противника, где у каждого юнита уникальное поведение и, следовательно, требуется свой подход. Day Before Die – мобильный шутер, который доступен на Android. Он сделан на движке Unity и предлагает как минимум один режим – выживание. Никаких видеовставок и диалогов с объяснением сюжета не ждите. Главный персонаж в кепке просто появляется посреди разрушенного города и начинает исследовать местность. Жалко, что в Day Before Die маленький радиус прорисовки, из-за этого многие предметы прорисовываются перед вашими глазами. Также нет подсказок или короткого обучения, поэтому если вы увидите на земле патроны для дробовика, это будет удача, так как они не подсвечиваются. В общем, понятно, что проект сыроват, но в целом стоит присмотреться и, может быть, попробовать. Omega Strikers – спортивная игра, где люди и звери сходятся на небольшой и футуристичной арене, чтобы поучаствовать в хоккее будущего. В нем принимают участие две команды с составом из 2 или 3 игроков. Радует, что разработчики добавили русскую локализацию, плюс они обещают, что ключ к победе – это смекалка и ловкость, так как в Omega Strikers нет лутбоксов и усилений. Кстати, мобильная версия Omega Strikers будет совместима с ПК, так что вы уже можете начать прокачиваться, не боясь за потерю прогресса или невозможность играть с друзьями в будущем. Далее по топу лучших новинок на Android и iOS расположился Cyberpop. Это мобильный проект с отличной графикой, плавными анимациями и интерфейсом, который больше подходит для AAA игр, настолько он лаконичен и приятен. Разработчики Cyberpop добавили восточный саундтрек и коридорные локации с обучением основ, как карабкаться по стенам, плюс как по ним бежать. Уровень заканчивается тогда, когда вы проходите через портал в конце уровня. Также вам постепенно открываются другие персонажи с разным уровнем редкости. Так как разработчики Cyberpop явно вдохновились Принцем Персии, то вы побываете на исконно восточных локациях, которые впечатляют своим масштабом и размахом. Правда, на них мало вариативности, игрок может найти потайную дверь и разочароваться тому, что она не открывается. Радует, что управление полностью в руках игрока, так как это не ММО. Кстати, у персонажа в Cyberpop есть 2 шкалы для здоровья и энергии, которые тратятся на атаки. Mafia Esper – мобильная игра, которая предложит аниме-графику с текстовыми диалогами и кат-сценами на движке проекта. Бои проходят в реальном времени и изометрическом формате, где вы управляете одним аниме-персонажем и разносите бандитов при помощи меча. Со временем к вам присоединяются другие персонажи, ими управляет бот. Помимо этого, игрок прокачивается, получая рандомные способности, прямо как в рогаликах. По сути, в Mafia Esper нужно проходить уровни, за это вы получаете награду разного уровня редкости. Также постепенно ваша команда пополняется новыми бойцами с уникальной стихией – земля, вода, огонь и так далее. Конечно, помимо этого у них есть еще и своя роль, плюс экипировка. Что до прокачки героев, то это делается одной кнопкой. Mafia Esper еще заимствует элементы из Idle игр, поэтому ваша команда сражается в главном меню без вашего участия. Зарабатывает награды, пока вы получаете призы за выполнение квестов. Доходит до того, что вам даже не приходится вручную добавлять героев в группу, за вас это делает игра. Mad Tail Idle RPG. Здесь вы, братюни, будете участвовать в автоматических схватках, выбирая перед ними группу из фэнтези персонажей. Проект можно отметить за приятную мультяшную графику и интересное разделение экрана на 2 части – карту сверху и битвы снизу. Подобное можно увидеть в Nintendo 3DS. В Mad Tail Idle RPG есть сюжетные диалоги, но на английском и без озвучки. Также в этой игре нет открытого мира. По сути, вы передвигаетесь по коридорным локациям и сталкиваетесь с врагом или союзником, что активирует диалог. Персонажи в Mad Tail Idle RPG разделяются на уровни редкости, прокачки, а также на стихии, всего их 6. Геймплей сделан в вертикальном формате, а прокачка персонажей происходит одним кликом, что поможет играть в перерывах между делами.
World of Immortals – проект для смартфонов в жанре ММО. Здесь игрокам предлагают выбрать один из 4 классов, а также настроить внешность своего аватара. К слову, графику хоть и нельзя назвать плохой, но более или менее выглядят только модельки героев и спецэффекты, а вот окружение отдает классическими MMORPG. World of Immortals выполнена в восточном стиле, поэтому акцент делается на летающих драконов, парящие в воздухе острова и аниме-стилистику. Главная задача здесь – это улучшать общий уровень силы и быстро проходить задания в автоформате. К сожалению, видео вставок нет, то же самое касается и озвучки персонажей. Phobos – пошаговая RPG с элементами из карточных игр. Она идеально подходит для Хэллоуина, поэтому разработчики выпустили трейлер к предстоящему ивенту под названием «Карнавал страхов». Его выход назначен на 4 октября и предложит 8 новых страшных фобий, 6 уникальных навыков, 10 типов карт и 30 уникальных испытаний. В целом, «Карнавал страхов» — это крупнейший патч для Phobos с этого лета. В игре уже более 120 фобий и множество контента для новых игроков. Homeworld Mobile – мобильная ММО, действия которой разворачиваются в космосе. В ней вы найдете сюжетные катсцены как с CGI-графикой, так и на движке игры. Разработчики добавили множество спецэффектов и звуковых дорожек, чтобы вы спокойно удаляли и в эхо. Homeworld Mobile теперь доступна во множестве новых стран, причем разработчики обещают, что их список со временем увеличится. Сейчас же для игры проходит пробный запуск. Что до геймплея, то нужно быть любителем стратегии, чтобы разбираться в тонкостях ведения боя и чуть перегруженном интерфейсе. С другой стороны, именно стратегии получили 2-е место по доходам в 2022 году. В данной игре на Android, как и в других космических ММО на смартфонах, вы будете выбирать фракцию, чтобы вместе с друзьями исследовать бескрайние просторы космоса и участвовать в масштабных PvP-схватках. Undecember – слэшер для ПК и смартфонов. Пару дней назад появилась информация, что для игры проведут ОБТ в Steam с 3 по 10 октября. Но это не единственная хорошая новость. 12 октября издатель Line Games откроет доступ к мобильной версии Undecember. И, кстати, интересно, что в этот же день стартует ОБТ глобальной версии Torchlight Infinite. В общем, братюня, подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылочкам в описании, чтобы первым получить ссылку на предрегу данной игры. Fluffy Run – мобильный раннер, где вы играете за пушистую машину. Она едет по городу, пустыне и другим биомам, которые захватывают дух и напоминают больше сон, чем реалистичные объекты. Сейчас игра вышла на iOS и Android, и она бесплатная. Из онлайн-элементов Fluffy Run есть только таблица лидеров, которая закреплена за Google Play. Настроек графики нет, можно только выключать музыку, звуки и тактильную вибрацию. Что до геймплея, то он прост. Игрок ускоряется при помощи тапа и рулит влево и вправо для объезда препятствий и собирая монеты. Если в Fluffy Run проехать 3 этапа, то меняется биом. Но главное, что нужно делать, это собирать музыкальные ноты. Именно от них зависит, сколько вы проедете. Если их будет мало, то экран начнет становиться черным до того момента, пока не проиграете. Разработчики Fluffy Run заявляют, что полученные монеты можно тратить на прокачку машины. Just Cause Mobile – мобильная ММО с изометрическим геймплеем. Ее очень плохо приняли даже в тех регионах, где она доступна. На момент выхода видоса в Google Play стоит оценка в 2,8 звезды из 5, а общее число загрузок более 50 тысяч. И да, проект недоступен на iOS, по крайней мере через App Store. Но ладно, речь здесь пойдет о новом обновлении Just Cause Mobile. Благодаря ему в игру добавили новое оружие и экипировку за участие в миссиях с повышенной сложностью. Помимо этого, Square Enix добавил бриллиантовые наборы, то есть премиальные предложения, они доступны в магазине. Новичкам Just Cause Mobile будет приятно услышать, что разработчики улучшили обучение. Ну и другая новая фича, которую обычно сразу добавляют, это боевой пропуск. Благодаря ему можно заработать больше наград. И последнее нововведение. В режиме Stronghold получится участвовать соло, для него не обязательно теперь создавать отряд.
Time Riders – мобильная ММО, которую сделали по мотивам одноименного китайского фильма. Интересно, что на Android в Time Riders поиграть вряд ли получится, в Google Play проходит предрегистрация. Конечно, это не первый проект студии Yuzu, до этого она занималась рядом крупных игр, включая Action The Fifth Arc. Только он не сыскал популярности в App Store, у него стоит оценка 2,5 звезды из 5, а оценки поставили только 4 пользователя. Еще студия Yuzu занималась стратегией Dynasty Origins, у нее куда лучше по оценкам, плюс игра празднует половину юбилея. А вот самая популярная франшиза у этих разработчиков, судя по Google Play, ММО стратегии Infinity Kingdom. В общем, братюня, подписывайся на канал, чтобы быть в курсе предрек и всяких бета-тестов. Witch Cry Horror House. Как вы поняли по названию, это хоррор на мобилке. Сейчас для игры проходит предрегистрация. Помимо этого, разработчики запустили небольшой тизер. Судя по видео, действия Witch Cry Horror House будут разворачиваться в доме, наполненном магией. Игроков поставят на место ребенка, которого схватила ведьма. Его задача – спастись любой ценой. Сюжет игры будет разбит на главы с большим акцентом на решение головоломок. Братюни, я вам советую зарегистрироваться на Witch Cry Horror House, так как за это после старта серверов разрабы выдадут секретный код. С его помощью можно получить уникальный предмет. Также стоит ожидать графику, которая на уровне или даже лучше Mr. Meat 2. Интересно, что в Witch Cry Horror House акцент будет не только на побеге от злой ведьмы, но и на анализе ее психологического портрета. Кто она и что произошло в ее жизни, из-за чего она превратилась в вечно скорбящую ведьму. Ark Legends – необычная RPG на смартфоны, которая совмещает исследование локаций в реальном времени с сайдл-элементами. В данной игре уровень графики, как по мне, точно уж дошел до консольного. Вот жалко только диалоги пока что не озвучены, также нет намека на русскую локализацию. Здесь ваша задача – выполнять задания, прокачивать героев и выбивать новых. Конечно, они разбиваются на уровне редкости, а также на стихию, что даст преимущество в бою. Отмечу также и симфонический саундтрек. Он меняется в зависимости от ситуации. Битвы в Ark Legends проходят в полуавтоматическом режиме. При этом вы можете использовать активные скиллы, выбирая зону их применения. А чтобы постоянно прокачивать героев, разработчики добавили тикающий таймер к сражениям. В Ark Legends уже имеются кат-сцены на движке игры. Помимо этого, часть геймплея происходит на дирижабле, который выступает в роли хаба. Вы можете даже общаться с другими игроками через чат. Плюс есть разбитие на 3 канала: мир, сервер и клан. А на этом, братюни, топ лучших новых игр на Android и iOS подошел к концу. Не забывай писать свое мнение в комментариях насчет этого видео. Напиши, какая игра из топа тебе понравилась больше всего. Не забывай подписаться на канал, конечно же, прожать уведомления, а также поставить лайк. Всех вас обнял, всем удачки, пока-пока.